Всем привет, меня зовут Ольга Ткачич. И сегодня мы с вами будем говорить, на какие признаки стоит опираться при выборе специалиста для своего ребенка. Я думаю, что раз вы смотрите это видео, то вы родитель, у которого ребенок с особенностями развития, и вы сомневаетесь, предпочтите одного специалиста или же другого. На что в первую очередь стоит обратить внимание, что очень важно. Это образование. Какое образование у вашего специалиста? Есть ли у него соответствующие его специализации, дипломы и сертификаты? Почему это важно? Потому что сейчас большое количество людей заявляют, что они специалисты, психологи, логопеды, кинезотерапевты, соматосенсорные терапевты, но на поверку оказывается, что это не так. У них нет соответствующего образования, их подход не системен и результат работы непредсказуем. Поэтому крайне важно выяснить, какие дипломы и сертификаты у вашего специалиста. Следующее, на что следует обратить внимание, это опыт работы. Опыт работы именно с теми особенностями, которые есть у вашего ребенка. Опять-таки, специалисты в большом количестве в объявлениях пишут, что мы занимаемся, к примеру, вопросами аутизма, у нас опыт работы 8 лет, тра-та-там, бла-бла-бла. Но когда вы приходите с ребенком к нему на занятия, специалист говорит: ой, а ваш ребенок не сидит за столом, я с такими детьми не работаю. Вопрос: если ты работаешь с детьми, у которых аутизм, ты априори знаешь, как работать с этой проблемой. Ты знаешь, как работать с такими детьми. То есть уже начиная заниматься, вы сталкиваетесь с тем, что человек не профессионален в этой области. Поэтому, пожалуйста, до начала занятий убедитесь, что у человека реально есть опыт работы с такими проблемами. Потому что в противном случае он будет импровизировать и не будет знать, что делать с вашим ребенком. Но может продолжать занятия, и вы потеряете время, которое могли бы гораздо более эффективно потратить с другим специалистом. Третье, что очень важно, крайне желательно собрать отзывы от людей, которые реально работали с этим человеком. Что они говорят, какой он в работе, насколько он исполнителен, насколько он пунктуален, насколько он точен в своих обещаниях, какие у него есть особенности в работе. Желательно это все узнать от реальных людей до начала занятия. И четвертое, пожалуй, самое важное. Обратите, пожалуйста, внимание, как складывается контакт между специалистом и вашим ребенком. Это супер важно, потому что, несмотря на то, что специалист может быть хороший, с образованием, с хорошими отзывами, именно с вашим ребенком может контакт не сложиться по разным причинам. Подробнее, на что обратить внимание в контакте специалист-ребенок, я расскажу в следующем видео. А на сегодня все. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь, если еще не подписались, ставьте лайк, если еще нет. Увидимся в следующих видео. Пока, будьте здоровы!